Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о полнолунии, которое нас всех ожидает 19 декабря в 7 часов 38 минут по московскому времени. Поговорим, в каком знаке зодиака, на какие сферы нашей жизни нам нужно уделить внимание, также что можно делать, что нельзя делать, какие моменты проработать для того, чтобы встретить новый 2022 год в изобилии, в достатке и благополучии. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Итак, 19 декабря 2021 года в 7 часов 38 минут по Москве произойдет мощное полнолуние. Накануне, друзья, дня зимнего солнцестояния и католического Рождества. Декабрьское полнолуние будет последним в этом году. Его даже прозвали холодной луной или луной солнцестояния, так как зимнее солнцестояние наступит через 2 дня после полной луны. Также это еще и чудотворное полнолуние. Почему? Дело в том, что оно проходит в праздник Николая Чудотворца. Поэтому этот день будет носить трансформационную силу и перемены. И, возможно быть, и полная перестройка в последующий период. Так как это про чудотворное полнолуние, и оно у нас произведет великий праздник, поэтому нужно перестраиваться и открывать двери новым энергиям и новым силам. Поэтому замечательное будет время, чтобы получить поддержку высших сил. Поэтому мы рекомендуем всем без исключения воспользоваться мощной энергией этого полнолуния. Кроме того, в этот же день, 19 декабря, Венера начнет свое ретроградное движение. И все это может означать возврат бывших партнеров, друзей и разные другие звоночки из прошлого. Как мы уже сказали, будет полнолуние, и полнолуние будет в знаке зодиака Близнецы. А Близнецы отвечают у нас с вами за коммуникабельность, за получение и освоение новых знаний, информации. А Стрельцы, которые находятся напротив, они у нас отвечают за расширение и новые возможности. Поэтому в это полнолуние для нас могут открыться перспективы новой реальности, которые даже, возможно, мы и не подозревали. Важно здесь серьезно отнестись к любой полученной информации, так как в ней может быть ответ, как привести в жизнь задуманное. Решение может прийти через людей, через книги, через практики, медитации. Это может касаться и ваших желаний. Поэтому, если есть желание, но совсем нет понимания, как то или иное реализовать, то знайте, что к вам может даже прийти озарение. И это будут хорошие дни, чтобы находить нужную для себя информацию. Если у вас есть какой-то проект, бизнес, то знайте, что это полнолуние 2 дня до и 2 дня после подходит для рекламы, для заявлений, о том, чтобы заявить о себе, для того, чтобы вас узнали как можно больше людей. Но во всем этом важно понимать, что информации будет поступать много, в том числе и, знаете, такой вот фоновой, ненужной, которая будет забирать у вас лишнюю энергию, ставить вас в тупик, и поэтому очень важно, чтобы вы от нее отделились, настроились на необходимое для вас, поэтому не впадайте в зависимость. В общении в этот день проявляйте оригинальность, юмор, эмпатию, в том числе и в деловом, потому что здесь очень важна готовность к экспериментам, будут возможны и новые выгодные предложения. И помним, что перед любым полнолунием хорошо провести уборку, помыть все зеркальные поверхности, почистить дом и рабочее место. Для этого можно сжечь свечи черного и коричневого цветов. Что же обязательно нужно сделать в самый сильный лунный день уходящего года? Давайте вместе с вами пройдемся по пунктам.
Итак, во-первых, период нашей Луны в полнолуние нужно провести в спокойствии. И обращаю ваше внимание, поскольку декабрьское полнолуние называют морозным или снежной луной, а также луной длинной ночи. Почему? Потому что у нас приходится самая длинная ночь в году, приуроченная ко дню зимнего солнцестояния. Полнолуние определенно будет влиять на все происходящее вокруг, поэтому главным образом Луна влияет на наше состояние, на рабочую и эмоциональную активность, на наше поведение и на наши поступки. И полнолуние 19 декабря в большей степени будет влиять на состояние и различные дела. Поэтому, чтобы уберечь себя от проблем, от всевозможных неприятностей, а также привлечь в жизнь много хороших моментов, необходимо провести 19 декабря в полном спокойствии. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и профилактике иммунитета. Есть возможность, выйдите на прогулку, начните прием витаминов. Постарайтесь в этот день разнообразить свое питание овощами и фруктами, чтобы избежать проблем с желудком. По возможности займитесь творчеством, потому что морозное полнолуние будет очень к этому благосклонно и поможет вам обрести огромное вдохновение. Также займитесь медитациями, сделайте зарядку, чтобы держать свое тело в тонусе и предотвратить потерю работоспособности и концентрации. Также постарайтесь отдыхать, если хочется спать, спите, потому что сон будет являться ключом здоровья и успеха. А когда в воздухе витает напряженная атмосфера, ваш бодрый дух поможет держаться вам на плаву в даже самых сложных ситуациях. Помним, ни в коем случае не конфликтуем, не ругаемся и не спорим. Также это прекраснейший день для того, чтобы выписать все обиды, потому что скоро праздник зимнего солнцестояния и смена энергии года. Выписываем на лист бумаги и сжигаем пепел в унитаз. Энергия близнецов достаточно будет благодарна, если вы также почистите свое информационное поле, в том числе телефоны почистите и ноутбуки, и вообще любые гаджеты. Можете принять ванну с солей, можно с детьми. Баня также допустима. Далее обращаю ваше внимание, что в ночь с 19 декабря на 20 декабря выкладываем пустой, вот совсем-совсем открытый кошелек на подоконник. Нет подоконника, на тумбочку. Сумки и чемоданы нам не подходят для проведения этой практики. Пусть это значит буквально совсем пустой. И вот наш кошелек убираем утром уже 20 декабря, когда вы проснетесь. Что же благоприятно и полезно делать в это полнолуние 19 декабря? Необходимо постараться заняться творческой, интеллектуальной работой, которая требует энтузиазма и много энергии. Плодотворное время для саморазвития, для творчества, для созидания. Проведите очистительные процедуры своего организма, и они также пойдут на пользу. Заканчивайте начатые дела, допишите статью, отчет, посадите цветы, сходите с ребенком на обещанный фильм, а также обязательно избавьтесь от старых и ненужных вещей. Важно в это полнолуние быть осторожными и не принимать ответственные решения и не делать поспешных выводов. Важные дела лучше всего отложить, нельзя давать или брать в долг. Также рекомендуется избегать чрезмерной физической нагрузки и следить за своим состоянием здоровья. В этот день может быть много искушений. Это может быть в еде, в лени, в конфликтности. Только вы выбираете, в каком направлении вам двигаться. В то же время будут гармоничные аспекты от Луны и Солнца к Юпитеру. Поэтому это будет нас заряжать оптимизмом, позволять надеяться на дальнейшее благоприятное течение дел. Будут давать нам неожиданный счастливый выход из возможных затруднений. Особенно успешными эти дни могут стать для близнецов, для весов, водолеев, овнов и также рожденных в заключительные несколько дней вашего знака зодиака.
И далее, на что еще хочется обратить внимание, вы знаете, в преддверии новогодних праздников энергии этого полнолуния могут стать глотком свежего воздуха, обозначение хотя бы ближайшей перспектив на фоне продолжающейся нестабильности. И, друзья, полнолуние – это когда мы с вами накапливаем максимум энергии. Поэтому в этот период очень хорошо проводить различные обряды на привлечение денег, на исполнение желаний, любви. И мы вам предлагаем провести еще несколько практик, которые помогут вам. И первая практику, которую мы рекомендуем сделать, нужно 19 вечером, 19 декабря наполнить кошелек деньгами, желательно сделать крупными купюрами, положить на всю ночь на подоконник. Хорошо, если ночью на наш кошелек будет светить луна. И обязательно скажите следующие слова. Деньги к деньгам не коплю, умножаю себя от долгов и растрат защищаю. Как ты, луна, на небе полным-полна, так и моя казна пусть будет полна. Важно эти деньги не тратить в первые сутки после проведения обряда. И также вы можете провести простую практику на исполнение желаний. Итак, сядьте у окна, желательно, чтобы лунный свет падал на вас. Далее зажгите свечу и закройте свои глаза. После этого сформулируйте свое желание, вы даже можете прописать его на листе бумаги, но при этом не используйте частицу «не». Важно, чтобы желание касалось только вас и не затрагивало свободу воли других людей. Представьте, что ваше желание уже исполнилось, а также постарайтесь запечатлеть в памяти радостные эмоции от этого. Когда свеча будет догорать, сожгите лист бумаги со своим желанием. Обязательно поблагодарите Вселенную за то, что у вас есть. Вот, друзья, у нас с вами будет такое полнолуние, необычное полнолуние, волшебное. Поэтому обязательно используйте возможности и энергию этого дня.